Ее игры. Вам когда-нибудь хотелось умереть? Так себе ощущение, да? Я всегда считал самоубийц трусами и слабаками. Это ведь проще забить на все и вся и выйти из игры. Я не трус, я буду тащить свою убогую тушку дальше по жизни. Но это не отменяет подспудных желаний, верно? К такому состоянию каждый приходит своими путями. Кто-то по глупости, кто-то из любопытства, кто-то под веществами, кто-то просто устает от творящегося вокруг говна. Я как раз последний случай. Не буду изливать душу, вы и так, наверное, знаете, как это бывает во всяких среднестатистических залупинских. Если коротко, то единственный человек, для которого я хоть что-то значил, мой отец. Умер много лет назад. Я смутно его помню. И эти воспоминания никак не помогают мне в тошнотворной серой краше моей жизни. Для всех остальных я просто пустое место, а то и досадная помеха. Пустое место в основном для соседей и друзей с ПТУ. Нет, мы здороваемся, общаемся, обсуждаем какие-то повседневные темы. Но если меня размажет по асфальту слетевшая с тормозов фура, я стану гораздо интереснее для всех. Если просто исчезну, то это даже не заметят, скорее всего. Помеха я для матушки и отчима, потому что меня надо кормить, одевать и выполнять еще какие-то телодвижения, чтобы хотя бы внешне поддерживать видимость нормальной семьи. Хотя матери откровенно похер на мое существование, а отчим неоднократно давал понять, что после 18 лет я получу пинка под зад и вылечу из дома под забор. Пинок под зад, кстати, это не фигура речи, а вполне себе буквальное обещание. Бить отчим умеет и любит. По любому поводу, а иногда и без. В общем, неудивительно, наверное, что я так начал свой рассказ, да? Когда вы день за днем, год за годом бултыхаетесь в своей унылой дырявой клоаке, которая только подчеркивает серость домов и улиц вашего городка. Нет ничего странного, что ваши мысли то и дело уходят куда-то в запретные дали. Но конкретно сегодня у меня есть дополнительный повод поразмышлять о ненужности своей жизни. Ах да, совсем забыл сказать, я закладчик. Но это такие ребята, которые раскидывают дозы наркоты по укромным нычкам, чтобы потом их оттуда достали очередные самоубийцы. Можете кидать в меня говном, мне похеру. Если человек самостоятельно добровольно берет в руки это дерьмо с целью убить себя ненадолго, туда ему и дорога. Мне просто нужны деньги, других способов заработать их в нашей дыре почти нет даже у взрослого населения. Что уж говорить о шпане вроде меня. Ну так вот, про особый повод. Сегодня, когда я в который раз шел по маршруту, меня пропалил патруль. Ну или мне так показалось, хер его знает. В такие моменты у вас нервы натянуты до предела, нет желания уточнять. За вами напрямились те двое ребят в форме или просто решили ноги размять? Может быть, бегать от полиции не лучшая идея, но в этот раз оказался шустрее. Затерялся в хороших знакомых мне дворах и успешно свалил. Казалось бы, все отлично, живи и радуйся, вряд ли они мою рожу успели рассмотреть. Ну вот то, что по дороге я успел избавиться от всего груза, это уж серьезный косяк. Это означает, что я встрял на немалую сумму зайки, от которого я груз и получил. Очень немалую сумму, мне такое в жизни не заработать. Хоть я и не знаю, куда там дальше ведут ниточки, однако слухи ходят разные. Если верить им, за подобный косяк шпану вроде меня легко могут кончить просто в назидание остальным. Потому что груз имеет немалую цену, а жизнь шпаны нет. Поэтому я иду сейчас в потемках через лесок, отделяющий мой пригородный микрорайон от окраин города. И мысли мои крутятся вокруг одного – самому все сделать или ждать, пока кто-то это сделает за меня.
Под ногами поскрипывает утоптанный снег, по этой тропинке народ ходит частенько. Справа тянутся трубы теплотрассы, а слева темный массив пригородного леса, клин которого я сейчас пересекаю. Лес вроде бы и не дикий, весь изрезан вдоль поперек хожеными тропинками, но и парком его не назовешь. Есть куски довольно глухие. Я почти дошел до выхода из леса с перекрестка троп, на котором я остановился, уже были видны окна моей панельки. Но одна мысль о почти наверняка бухой мамочке и стопроцентно бухом отчиме заставили мои ноги повернуть на тропу вглубь лесной массива. Интересно, если я замерзну нахер где-нибудь там, как быстро это хоть кто-то заметит? Смешно, но первым, кто забьет тревогу и начнет поиски, будет, скорее всего, Зайка. Я невольно кашлянул сухим смешком, изо рта вырвалось облачко пара. Мороз сегодня под 30-ку, наверное. Одна тропка сменяла другую. Темнота спустилась вокруг, высокие сосны и мохнатые ели таинственно поскрипывали. Во всем окружающем меня гадюшнике этот лес, пожалуй, был единственным светлым пятном. Его пока еще не успели толком засрать. Ну, не успели засрать полностью, хотя бы хлам, банки, бутылки и прочее все же попадалось то там, то сям. Но чем дальше вглубь лесного массива, тем меньше. Да и снег сейчас укрывал следы цивилизации чистым белым одеялом. В какой-то момент я вдруг понял, что толком даже и не знаю, где я и куда идти. Не то чтобы это была серьезной проблемой. Если идти куда угодно, то рано или поздно выйду к дому или к ЖД, или к объездной трассе, или к промзоне. Короче, так или иначе выберусь. Но холод начал донимать, да и поздно уже, пора двигать домой, не в сугробе же ночевать. Тут на меня навалилась безысходность. Дома опять эти обрыдлые лица, возможно, кулаки отчима. Завтра пара и рано или поздно разговор с Зайкой. Холод и зима, и тьма, и внутри, и снаружи. Ночевать в сугробе, да, собственно, какая разница. Я осмотрелся и приметил неподалеку от тропинки группу невысоких елок. Не знаю, если честно, действительно я хотел зарыться там в снегу и сдохнуть, или просто нужно было как-то разогнать этот холод внутри. А может, это уже звала меня она? Я пошел, проваливаясь по колено в плотный снег, продрался сквозь колючие ветки и оказался на небольшой полянке в елочном кольце. По крайней мере, согрелся. Почти в середине маленькой полянки высился снежный холмик. Снега тут было поменьше, а холмик, когда я смахнул снег с верхушки, оказался замороженным пеньком. Я уселся на него и зарылся лицом в ладони. После смерти отца я плакал довольно редко, но сейчас, пожалуй, был ближе всего к этому. Вот тогда она и пришла. Не знаю, кто это и как выглядит, и никогда я ее и не видел. Не открывал глаз. А звуков тоже не было слышно, не было шагов или треска веток, ничего. Просто в какой-то момент я понял, она тут. Прямо рядом со мной кружит по полянке, осматривает. Приближается и отдаляется. И я понял, что она хочет жизнь. Не обязательно мою, но ей хочется забрать жизнь, и моя ее вполне устраивает. Она ждала страха, ждала, что я кинусь бежать, и, не зная точно, что дальше, в моей голове мелькнул образ оголенной шеи, на которой будто красные нити возникают тонкие порезы, чтобы брызнуть алыми веерами крови. Образы лихорадочного бегства по заснеженному лесу, багрового взрытого снега и тьмы, в котором что-то влажно трещало и разрывалось. Она ждала паники и бегства, ждала игры. Она обломалась по-крупному, глаза я открывать не хотел, почему-то уверен был в тот момент, что стоит мне открыть глаза, увидеть ее, и я обделаюсь. Не то, чтобы мне жуть как захотелось жить, но и помирать в обосранных штанах не тянуло, так что я размотал шарф, расстегнул. Ворот куртки и повыше поднял подбородок. Нет, мне было страшно, конечно же. Но еще больше мне было похер. Пусть делает, что хочет, и пошло все к черту, я устал.
Как-то мгновенно она оказалась рядом прямо за спиной. Я чувствовала присутствие всем телом. Волосы под шапкой пытались стать дыбом. Все тело покрылось гусиной кожей. Вдоль позвоночника пробежал морозный электрический разряд. Ледяные пальцы скользнули по голой коже на горле. Несколько секунд я даже ждал, что сейчас горячий кровавый поток хлынет мне на грудь. Порадовался, что боли нет, а потом понял, что ледяные пальцы – это всего лишь дуновение морозного ветерка. А невидимой кровожадной твари рядом нет. Ушла. Не хочу жить, неинтересно. До дома оказалось совсем недалеко. Я вышел к окраине леса минут за 10. Всю дорогу с моего лица не сползала дурацкая улыбка. Нет, я отнюдь не был рад тому, что выжил. Скорее, даже разочарован. Но сама ситуация не могла не веселить. Я встретил в ночном зимнем лесу какую-то мистическую кровожадную тварь и ушел живым. И зачем? Чтобы через день-другой получить перо в бок где-нибудь в подворотне за потерянный груз. Если Бог есть, то у него потрясное чувство юмора. Зайка был очень немногословен не только в разговорах, но и в переписке. СМС, которую я получил от него на следующий день, выглядела так. «Понимай, как хочешь, он уже наверняка в курсе моего вчерашнего фейла. Либо он знает о потерянном грузе, либо нет. Если нет, то вопрос означал, где груз. Если знает, то его интересовало, как я собираюсь покрыть издержки, которые я не мог покрыть никак. Повинуясь внезапному импульсу, я забил стрелку вечером неподалеку от своего дома на перекрестке лесных тропок. Зайка был высоким и тощим, со скулистым, оветренным лицом и вечно каким-то припухшим водянистыми глазами. Он должен был казаться болезненным и хилым, но казался угрожающим. Угроза была в его позе, в лишенных выражения глазах, в чуть тянущем слова голосе. Говорил он мало и скупо. Зайкой его прозвали, как ни странно, за заикание. Но насмехаться над этим давно уже не приходилось желающих. Поговаривали, что людей в могилу он отправлял не только с помощью наркоты, но и лично. И я этим слухам очень легко верил, когда смотрел ему в глаза. Они были пустыми, что ли? Он ждал меня в назначенном месте, ежась от холода и щурясь от мелкого снежка, который начал сыпать ближе к вечеру. Пришел. На окраину леса, навстречу с рядовым закладчиком, один пришел. Мои подозрения почти переросли в уверенность, но было глубоко плевать. После того, как она стояла за моей спиной, щекоча голую кожу на горле ледяными пальцами ветра, угрожающая тощая фигура зайки, уже не вселяла того страха. Вообще страха не было, если честно-то, хоть я и понимал прекрасно, что мне с ним не справиться, если начнется канитель. Когда я подошел, он вместо приветствия лишь коротко дернул подбородком. «Где груз?» – перевел я. Заначил. Я соскакиваю. Зайка, хватит с меня. Где? Он нервно дернул головой и выдавил. Заначил. В матрасе, блин. Тут недалеко в лесу. Я кивнул головой в сторону. Я с этим говном на кармане больше шагу не сделаю. Отдаю тебе и дос-видос. Меня вчера чуть не приняли. Все хорошо. Зайка дернул головой в сторону леса, и я опять понял без слов. Веди. А облегчение, на секунду мелькнувшее в его глазах, окончательно развеяло мои сомнения. Ему нужно было оказаться со мной один на один, подальше от людских глаз. Слухи о показательном наказании имели под собой все основания. Репутация Зайки только вырастет, если одного из проставившихся несунов найдут по весне в лесочке. Легкий снежок превратился в крупные хлопья, ветерок закручивал их смерчики среди вечернего сумрачного леса. Уже к утру любые следы борьбы станут еле различимы, а уж тогда меня наконец-то соберутся искать. Я шел по тропе и нес какую-то херь про желание жить спокойно, учиться и выбраться из нашей дыры. А сам думал о том, насколько хочет жить сам Зайка. Почему-то мне казалось, что гораздо сильнее меня. Он уже давно мог ткнуть пером мне в спину и тихо уйти тропами, прихватив мобильник. Концы в воду.
Он хотел убедиться в том, что я верну груз или не верну. Ему хотелось покрыть убытки или убедиться в их безвозвратности. Хотелось укрепить репутацию и подниматься. Хотелось денег и красивой жизни. Мне хотелось сдохнуть. Плотная группа еле выскочила из-за поворота как-то внезапно, как раз когда я всерьез задумался, где ее искать. Следы моей ночной прогулки немного занесло снегом, но они пока еще были видны. Я оглянулся и молча показал на них. Зайка посмотрел на меня, как на идиота, и я, вдохнув, зашагал по глубоким дырам снегу на полянку. Никаких следов, кроме моих, там не было, но я знал, что она где-то неподалеку. Чувствовал. Дошел до пенька и сел, потер лоб. Хочу ли я того, чем привел его сюда? Да из чего я взял, что она будет слушаться? Может, как раз теперь ее устроит мое горло? Прислушавшись к себе, я не ощутил ничего, кроме безразличия. Не спеша размотал шарф и закрыл глаза. Ее присутствие было таким же острым и пугающим. От леденящего холода за спины меня передернуло и парализовало. Морозные токи воздуха снова заскользили вдоль горла. Плевать. Если она выберет мое горло, плевать. Она или Зайка, какая разница? Мне все равно нечего терять, незачем хвататься за жизнь. Мне интересно. Ощущение присутствия схлынуло, ослабло. Она кружила вокруг, будто ожидая чего-то. Хотя мы оба знали чего. Там снаружи почти беззвучно пробормотал я. Думаю, тебе понравится. Я не открывал глаз до тех пор, пока не услышал визг. Никогда не думал, что Зайка может издавать такие пронзительные, почти женские звуки. Визг оборвался и сменился задыхающимся хрипом. Хрип начал удаляться, хруст снега и треск ломаемых веток. Затихающие, каркающие крики, горловое булькание, опять треск, теперь еле слышно. Вряд ли это ветки. Ви! Выждав минут 5, я вернулся на тропу. От того места, где мы стояли в противоположной от елок сторону, вела цепочка неровных глубоких следов, быстро превращающихся в невнятную мишень снега. Где-то шагах в 10 среди чешуйчатых сосновых стволов пока еще можно было разглядеть на снегу широкий размашистый веер бордово-черных блеск. Даже не представляю, как надо разделать шею человеку, чтобы из него так хлынуло. Полоса перепаханного снега исчезала под низко нависшими лапами елей, на которых тоже виднелись черные потеки. Сумерки и крупные хлопья снега старательно и торопливо скрывали следы ее игры. Я развернулся и не спеша зашагал домой. Больше Зайку никто не видел ни живым, ни мертвым. Поговаривали, что его кто-то слил ментам, но он вовремя срулил в неизвестном направлении. Поговаривали о том, что его хотели кончить конкуренты, но он опять же срулил или не успел. Я ожидал, что его найдут по весне где-то в лесу, но этого не случилось, да и плевать. Не он первый в нашем городке. Вот так загадочно пропадает, не он последний. Близится мое 18-летие, и отчим все чаще напоминает мне о том, что я лишь ненужный нахлебник, а я все чаще думаю о том, что неплохо бы прогуляться с ним в лесу. Ей будет интересно.